В маленьком и живописном городке, расположенном на берегу теплого озера, окруженного зелеными лесами, располагался приют для бездомных животных, известный как «Счастливый хвост». Это место стало настоящей гаванью для животных, оказавшихся в трудных обстоятельствах. Белоснежные стенки приюта были обрамлены цветущими кустами, а воздушный аромат свежескошенной травы и цветов напоминал о теплых летних днях. Каждый день сюда приходили волонтеры. Добрые и отзывчивые люди, готовые помочь бездомным животным найти заботливых хозяев. Каждое животное, попавшее в приют, имело свою уникальную историю, полную горечи, потерь и предательства, но также и надежды на лучшее будущее. Их маленькая судьба переплеталась в этом волшебном месте, где каждое пушистое создание жаждало любви и заботы. Среди них был величественный доберман по имени Зевс. Его черная блестящая шерсть выделялась на фоне более мелких собачек, а его крупное тело олицетворяло силу и благородство. На вид ему было около 3 лет, и он оставил след в сердцах волонтеров, которые заботились о нем и старались доставить радость. Каждое утро Зевс ждал, когда к приюту подойдут люди. Его грустные, полные надежды глаза смотрели на каждого прохожего. Психологическая травма, оставшаяся от прежнего хозяина, проявлялась в том, что Зевс не доверял людям, но в его сердце по-прежнему жила мечта о том, что его полюбят и примут как родного. Он быстро усыплял свою тоску, когда волонтеры принесли ему лакомство, но по вечерам, когда наступала тишина, он снова оставался наедине с собой и своими печальными мыслями. Алена всегда мечтала о добермане, украшенном черными и коричневыми пятнами. В детстве она часто играла с соседской собакой, увидев, как тот излучает преданность и радуется каждой встрече. Она ждала того момента, когда у нее появится свой верный друг. В один из прекрасных солнечных дней, полных надежды и ожидания, Алена и ее парень Алексей решили отправиться в «Счастливый хвост», чтобы пообщаться с питомцами и, возможно, найти своего идеального компаньона. Когда они медленно шли по тропинке, любуясь весенним цветением, Алена делилась своими думами. «Я всегда думала, что доберман — это не просто собака. Это полноценный член семьи, друг, охранник и заступник». Алексей, наблюдая за ее горящими глазами, с легкой улыбкой кивкат. Он всегда поддерживал Алену в ее увлечении животными, зная, как это важно для нее. Он понимал, что для Алены собака — это больше, чем просто питомец. Это близкий друг, который сделает ее жизнь более яркой. «Надеюсь, мы сможем найти именно того добермана, которого ты всегда хотела», — сказал Алексей. «Я бы с удовольствием попробовал вместе с тобой научить его всем вашим любимым трюкам». Когда они вошли в приют, их встретила волонтер по имени Ольга, которая с радостью предложила провести им экскурсию. Она рассказала о истории и метах приюта, о том, как они собирают средства на поддержку животных и о важности поиска любящих хозяев для их четвероногих друзей. «У нас много замечательных собак, и я надеюсь, что вы найдете ту, которая покорит ваше сердце», — сказала Ольга. Когда они подошли к вольерам с собаками, Алена чувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Лай и веселый скулеж заполнили воздух. Каждая собака старалась привлечь к себе внимание, но среди этой симфонии звуков одно животное выделялось. Зевс, сидя в углу своего вольера, опустив голову, смотрел с тоской и надеждой. Неизвестно, как долго он был здесь, но в его глазах таял призрак одиночества. Алена ощутила, как что-то внутри нее дрогнуло, когда они встретились взглядами. Это было нечто большее, чем просто симпатия. Это была связь, которую нельзя было обмануть. Она подошла ближе, и их взгляды встретились. На мгновение все вокруг исчезло. Захватывающий момент, когда сбывается мечта. «Мы можем его погладить?» — спросила Алена, обращаясь к Ольге. Ольга с улыбкой опустила перегородку вольера. Алена осторожно протянула руку, и Зевс, почувствовав ее теплоту и доброту, подошел ближе, настороженно обнюхивая ее ладонь.
Его длинный нос коснулся ее руки, и в этот момент мир вокруг словно замер. Между ними завязалась волшебная связь. Алексей тоже почувствовал это мгновение. Он наблюдал, как Алена играет с доберманом, и сердце его наполнилось теплом. Не задумываясь, он вставил свою ногу в клетку, играя с Зевсом, который, казалось, так и ждал, что его наконец-то заметят и полюбят. «Как его зовут?» — спросила Алена, ее голос трепетал от восхищения. «Это Зевс», — ответила Ольга. Ее глаза светились радостью от того, что этот доберман наконец нашел заинтересованных людей. «Он очень умный и преданный, просто нуждается в человеке, который даст ему шанс». Согласившись, Алена посмотрела на Алексея. Он, по воле судьбы, тоже был сразу же очарован этим благородным животным. Они провели несколько часов в приюте, общаясь с Зевсом, играя с ним и рассказывая о своих мечтах. В каждом его движении чувствовалась сила, сдерживание и надежда на то, что его жизнь изменится. «Мы заберем его», — уверенно произнесла Алена, когда пришло время уходить. По ее лицу проступала решимость, и она чувствовала, что эта собака должна стать частью их жизни. Когда они вернулись на следующий день, чтобы забрать Зевса домой, волонтеры не могли скрыть улыбок. Зевс смотрел на них с восторгом, словно знал, что наконец пришла его очередь. Он подпрыгнул, когда Алена и Алексей вошли в приют, и радость переполняла их сердца. Первые дни в новом доме были волшебными. Зевс не только быстро адаптировался к новой обстановке, но и удивил своих хозяев своей интеллигентностью. Он не раз забывал прошлые горести. Каждый вечер, когда Алена и Алексей приходили домой, он встречал их с радостью и любовью, будто квартиру осветил своим присутствием. Каждое утро Зевс спал рядом с кроватью Алены и Алексея, а когда они находились на работе, он ожидал их возвращения, сосредоточенно смотря в окно. Они гуляли по живописным тропинкам вокруг озера, где Зевс скачал и резвился, точно зная, что теперь у него есть дом и любящие хозяева. Пара раз за разом пробовала обучать Зевса новым трюкам, и он легко поддавался. Он научился командам сидеть, лежать и ко мне всего за несколько занятий. Алена была особенно горда, когда ее любимец, слушая команды, излучал радость и гордость за свою работу. Вскоре Зевс стал настоящим маленьким героем, а Алена и Алексей с радостью проставляли его достижения в календаре. Однажды, во время вечерней прогулки, Алена заметила, как Зевс тянется к детям, играющим в фрисби. Множество веселых голосов, смеха и радости закружило воздух. И она вспомнила о своей детской мечте о том, как у них будет большая семья. В ее сердце зажглось желание создать уютный дом, в который приютят еще несколько спасенных животных. «Возможно, мы сможем усыновить еще одного пса?» — осторожно спросила Алена, когда они продвигались к парку. Алексей, поглаживая Зевса по голове, посмотрел на нее с интересом. «Ты действительно готова к этому? Но если это то, что принесет тебе счастье, я поддержу». Светлое утро, когда они вновь отправились в счастливый хвост, все они радостно ожидали увидеть еще одно пушистое создание. Пара была полна энтузиазма. Они знали, что после того, как они дали Зевсу второй шанс, пришло время помочь другому животному. Когда они прибыли в приют, миллион эмоций переполнял их, от волнения и ожидания до улыбок и смеха. Обходя вольеры, они общались с различными собаками, обращая внимание на их индивидуальность. Вскоре их внимание привлекла небольшая собачка, сидевшая в углу своего вольера, с большими грустными глазами, полными надежды. Назвали ее Луна. Луна была смесью разных пород, небольшого размера, с белоснежной шерстью и ушами, которые стояли. Она смотрела на Алену с надеждой, и в ее взгляде они увидели такую же уязвимость и потребность в любви, как и у Зевса. Алена подошла к ее вольеру, искренне радостная. Луна напряглась, уши прижались, но в ее глазах зажглась искорка, когда она обнюхала руку Алены. Этот момент стал для нее особенным, и она поняла, что нашла нового друга. «Мы возьмем Луну!»
Воскликнула Алена с восторженным трепетом. Ее отражение радости попадало на лицо Алексея. Некоторые дни были полны неожиданными волнениями. Как две собаки найдут общий язык? Но Зевс стал защитником Луны, помогая ей адаптироваться к новой жизни и обстановке. Он доверял ей, снова оживляя свою уверенность. Луна следила за Зевсом в процессе обучения и игры, и вскоре они стали лучшими друзьями. С каждым днем дружба между всей четверкой крепла. Алена с Алексеем научились быть еще более заботливыми и внимательными, понимая, что забота о двух собаках требует еще больше ласки и тепла в их дом. Зимой, когда снег покрыл землю, они вместе с Зевсом и Луной веселились, играя в снежки. А летом они проводили долгие прогулки по берегу озера, наслаждаясь свежим воздухом и звуками природы. Даже небольшие рутины, такие как кормление и выгуливание собак, стали источником радости и счастья. Зевс, как истинный старший брат, целовал Луну и подталкивал ее к играм. Для Алены и Алексея это становилось настоящей традицией. Они собирались в уютном уголке своего дома, где каждый вечер смотрели фильмы и общались о своих переживаниях и мечтах. В одной из зимних вечеров, когда за окном бушевала метель, они сели в веранде и делились своими мыслями. «Я так счастлива, что у меня есть вы оба», произнесла Алена, обнимая Луны и Зевса. «Не могу представить свою жизнь без вас». «Да, это было лучшее решение в нашей жизни», согласился Алексей, глядя на своих пушистых друзей. «Зевс и Луна делают наш дом полным счастья». Так проходили дни, наполненные смехом и радостью. Их жизнь богатела впечатлениями. Они узнавали друг о друге, разрывной любовью, общей целью, создать наилучшие условия для жизни друг для друга и найти уютный уголок в своих сердцах. Каждое утро Алена записывала в дневнике все веселые моменты, происходившие с Зевсом и Луной. Но однажды наступил тот день, когда они столкнулись с беспокойством. Зевс стал стареть. Он не проявлял такую же активность, как раньше, и время от времени у него возникали трудности с передвижением. Алена с Алексеем стали вспоминать все их яркие моменты и чувствовать, как их сердца наполняются тревогой и нежностью. «Что мы можем сделать?» — спросила Алена, слезы наворачиваясь на глаза. «Мы должны помочь ему». Они начали искать информацию о здоровье собак и о том, как помочь своему загоревшемуся другу. Каждый вечер, сидя с Зевсом на диване, Алена оставалась рядом и шептала ему, что не покинет его ни на минуту, делая все возможное, чтобы он чувствовал себя уютно и защищенно. Зевс, казалось, понимал ее слова. Обычно он только смотрел на нее своими добрыми глазами. Он все еще оставался ее защитником и другом, и каждый раз, когда Алена уходила в ванную, он ждал ее у двери, словно сказал «Я здесь». Каждый вечер они проводили время в обсуждениях о том, что делать дальше. Будет ли Зевс в их жизни всегда? И могли ли они сделать что-то еще, чтобы облегчить его страдания и оставить его рядом со собой? Медленно, день за днем, они увидели, как Зевс снова начинает любить жизнь. Он стал больше двигаться, интересоваться окружающими событиями. И постепенно у Алены и Алексея возникло новое руководство. Правильное питание, плавные занятия и прогулки, где они могли вместе наслаждаться каждым мигом. В их доме вновь царила атмосфера веселья и счастья. Зевс, как преданный друг, весело носился по дому, и они радовались каждому моменту. Алена всегда говорила, «Даже если ему стареть, мы сделаем все, чтобы каждый миг был для него важен». С каждым днем, проведенным вместе, они становились все ближе и понимали, что жизнь полна неожиданностей, от больших до маленьких. Алена и Алексей научились быть терпеливыми, понимали, что основной частью их жизни является время, проведенное с исходом. И однажды, когда они сидели на веранде и наблюдали за закатом, Алена обратилась к Алексею. «Знаешь, когда я смотрю на Зевса, я осознаю, как он научил нас быть лучшими людьми». «Ты права», — ответил Алексей.
Иногда достаточно просто быть рядом, чтобы чувствовать любовь и заботу. И когда звезды загорелись над их головами, Алена и Алексей поняли, что у них есть все, что они хотели. Друг, который стал частью их семьи, и любовь, укрепляющая их связи. Подлетевая к тишине, они догадывались, что впереди их ждет множество удивительных событий и воспоминаний. Прошло несколько лет, и семья Алены и Алексея только крепла. Зевс и Луна продолжали приносить свет и радость в их жизни, и каждый день для них был новым приключением, которое наполняло их дом счастьем. Однажды они вместе прогуливались по живописным улицам города. Алена заметила, как Зевс весело скачет рядом с ее братом, стараясь поймать мячик. Его радостный писк и восторг звучали в воздухе, а дух счастья окутывал их. Подобный момент напомнил Алене, что иногда жизнь открывает свои двери совсем неожиданно, но именно такие моменты делают ее особенной. «Я бы хотел, чтобы мы когда-нибудь отправились в путешествие вместе», — заметила Алена. «Возможно, к морю или в горы, чтобы загрузить наши воспоминания на новые горизонты». «Я тоже об этом мечтаю», — поддержал ее Алексей. «Нам нужно провести отпуск вместе, и это станет запоминающимся событием в нашей жизни». Уже ночи зимы были вновь полны ожидания. Они начали готовить план путешествия, углубляясь в специальные книги о том, какие страны можно посетить с собаками. К их удивлению оказалось, что многие места открыты для питомцев, так как Зевс и Луна становились еще более важными членами их семьи. Размышляя о будущем, Алена обнимала своих собак, представив, как будет весело гулять на пляже, чтобы видеть улыбающиеся лица прохожих, которые захотят поиграть с ее питомцами. Они стали частью ее жизни, и, конечно, она не могла себе представить одно мгновение без них. Зевс застенчиво прижался к ней, словно понимая этот момент, а Луна весело прыгала вокруг, подбадривая остальных. В их глазах сверкали искры счастья и преданности, как два светила, освещающие им путь. Так продолжалась жизнь их маленькой семьи. На каждом шагу она медленно развивалась из года в год, наполняя дом любовью и пониманием. Хотя жизнь порой предлагала испытания, именно эти моменты показывали, что истинные связи — это то, что остается навсегда. И каждый вечер, когда заходило солнце, Зевс и Луна всегда ждали их у двери, готовые делиться своей неизменной преданностью. Их смех и счастливая искристая энергия никогда не ослабевали, и это больше всего значило для Алены и Алексея. Их история наполнилась блаженством, радостью и любопытством, показывая, как важно ценить каждый миг жизни. Они были одним целым, связаны любовью и преданностью, и это всегда стало их настоящей сущностью. Таким образом, история счастливого хвоста продолжалась. С каждым новым днем, с каждой новой страницей они вновь и вновь открывали глаза на чудеса, скрывающиеся прямо под носом. И даже через многие годы, когда Зевс радовался с Луной и Ушастым, новым другом, который тоже искал заботу и отцовскую любовь, они напоминали о том, как важно открыться любви, даже когда мир вокруг кажется тяжелым. Алена и Алексей знали, что настоящая семья — это не просто место, где ты живешь, а люди и животные, которые делают твою жизнь лучше. В конце концов, каждый миг с Зевсом, Луной и новыми друзьями стал их самым драгоценным подарком. Они продолжали мечтать и верить в чудеса. И каждый новый день, наполненный светом и надеждой, оставлял в их сердцах наказ о том, что семья — это это не только о родстве, но и о настоящей любви, о всеобъемлющем тепле, которое никогда не угасает, даже в самых сложных обстоятельствах. Они решили, что будут всегда стремиться делать добро и заботиться о тех, кто в этом нуждается, чтобы однажды каждый из них нашел своего счастливого хвоста и смог стать частью новой удивительной истории, полной света и любви. Вот такая история, насыщенная днями, полными надежды, любви и взаимопомощи,
была их сокровищем, несущим светлыми путями навсегда, где счастье всегда процветало.